16 сентября 1971 года авиалайнер Ту-134 венгерской авиакомпании «Малев» выполнял пассажирский рейс 101 по маршруту Будапешт-Киев. На борту лайнера находились 49 человек. Самолет выполнял пассажирский рейс из Будапешта в Киев, при этом пассажирами в основном была рабочая делегация. Задержавшись на час из-за плохой погоды в Будапеште, в 10 часов 13 минут Ту-134 вылетел из Будапештского аэропорта и после набора высоты занял крейсерскую высоту 9700 метров. По данным прогноза погоды, в киевском аэропорту Борисполь в это время стояла пасмурная погода. Видимость составляла 1700 метров. У командира экипажа метеорологический минимум составлял 1800 метров. Поэтому в данной ситуации в качестве запасного аэропорта была выбрана Одесса. Однако командир все равно направлялся к Киеву, надеясь на некоторое улучшение погоды. Затем, на 50-й минуте полета, на высоте 9700 метров, экипаж обнаружил, что бортовые системы самолета перешли на аварийное электропитание от аккумуляторных батарей, так как отказали все 4 генератора. Как позже будет установлено, сами генераторы были исправны. Причиной их отключения стал сбой в работе автоматики. Неисправность могла быть устранена с помощью экипажа, так как нужно было повторно подключить предохранитель в заднем багажном отделении. На высоте 3700 метров экипаж перешел на связь с диспетчером Бориспольского аэропорта. Бортовые системы авиалайнера питались от аккумуляторных батарей, а потому экипажу следовало объявить чрезвычайную ситуацию. Тогда бы диспетчер дал разрешение на прямой заход на посадку. Однако экипаж не до конца осознавал всю опасность ситуации, поэтому не стал докладывать диспетчеру о проблемах с электропитанием, а потому рейс 110 был отправлен по стандартной схеме захода на посадку. Также экипажу следовало в данной ситуации отключить лишние электрические приборы и оборудование, такие как холодильник и освещение пассажирского салона. Однако это тоже не было сделано, что заметно сократило время работы от батарей. Заход выполнялся с южной стороны, а в это время видимость в аэропорту упала до 700 метров. Диспетчер спросил у командира, какой у того метеорологический минимум, на что получил ложный ответ 600 метров. Так как рейс 110 уже значительно отклонился от глиссады, то он был отправлен на второй круг. При повторном заходе экипаж уже завершил 4-й разворот преждевременно и оказался в 3 километрах правее, поэтому вновь был вынужден прервать заход. Однако к тому времени аккумуляторные батареи уже разрядились, из-за чего навигационные приборы стали отказывать. А в условиях полета в низкой облачности это привело к тому, что экипаж был дезориентирован и не заметил, как перешел в крутое снижение. Когда самолет на высоте 70 метров вышел из облаков и пилоты увидели землю, то у них уже не хватило времени на исправление ситуации. В 11 часов 43 минуты в 28 километрах севернее аэропорта Борисполь на скорости 580 км в час Ту-134 зацепил правой плоскостью крыла землю, а затем фюзеляж ударился о землю и врезался в железнодорожную насыпь. В результате самолет полностью разрушился. Все находившиеся на борту 49 человек погибли. Расследованием причин катастрофы рейса 110 занялась Венгерско-советская комиссия. В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что к катастрофе привела трагическая цепь различных факторов, в том числе сбой в работе электропитания, сложные погодные условия в Киеве и при этом излишняя самоуверенность командира экипажа. Экипаж забыл отключить лишние приборы и не объявил чрезвычайную ситуацию. В результате, после 29 минут полета на аккумуляторных батареях, авиалайнер оказался обесточен, а экипаж потерял контроль над ситуацией.